Эйчиайэр мой, добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, у вас все хорошо. Поклонникам Тикук сегодня я представляю видео, полное счастья, нежности и сюрпризов. Потому что да, наши любимые поклонники Тикук вернулись. И когда я говорю «вернулись», я не имею в виду, что они устраивают драму. Они вернулись, чтобы поделиться с нами тем общением Тикук, которого мы так долго ждали. И здесь, как я всегда говорю, все дело в терпении. Ждите спокойно, потому что рано или поздно они всегда возвращаются, чтобы подарить нам те моменты, которые мы любим. Добро пожаловать, преданные поклонники Тикук по всему миру. Сегодня мы обсудим то, что действительно потрясло мир К-поп, историю такую нежную, но такую сильную, особые отношения между Чингуком и Тэхёном из BTS. Когда Ким Тэхён появился на прямой трансляции вчера вечером, никто не ожидал, что король визуалов BTS произнесет слова, которые заставят весь фандом затаить дыхание. Арми, поклонники Тэгука и шипперы со всего мира были в шоке после того, как Тэхён произнес слова, которые он произносит крайне редко, если вообще произносит, серьезные отношения. И с этого момента весь мир задавался вопросом: это из-за него? Это из-за Чингука? Прямая трансляция началась очень непринужденно. Тэхён появился в своем любимом оверсайз-свитере с немного взъерошенными волосами и нежной улыбкой, которая создавала ощущение, будто они разговаривают с близким другом. Он выглядел расслабленным, неторопливым, словно заранее подготовился к разговору. Поклонники думали, что он будет обсуждать только музыку, расписание или повседневные привычки. Но постепенно атмосфера изменилась. Его аура, казалось, стала глубже, а взгляд несколько раз опускался, словно он думал о чем-то серьезном или о ком-то очень важном. В первые минуты зрители слышали, как Тэхён хихикал, читая забавные комментарии Арми. Но когда начали появляться комментарии о его отношениях и личной жизни, его выражение лица внезапно стало серьезным. Он прикусил нижнюю губу, выдержал долгую паузу и посмотрел в камеру ясным и очень честным взглядом. Казалось, он давно хотел что-то сказать, но сдерживался. И вот тут-то все и началось. Тихим голосом, почти шепотом, Тэхён сказал: «Иногда в жизни есть вещи, которыми не можешь поделиться со всеми. Но если это что-то серьезное, ты поймешь, когда придет время». В мгновение УК чат взорвался. Арми отправили тысячи комментариев за считанные секунды. «Что ты имеешь в виду под серьезным, Тэхён? Серьезным с кем? Ты говоришь о Чингуке?» Некоторые фанаты не удержались и тут же выложили этот момент в соцсетях. Тем временем Тэхён лишь слегка улыбнулся, тонкой улыбкой, которая была очень в его стиле, улыбкой, которая могла значить тысячи вещей одновременно. Улыбка, которая заставила многих поверить, что он говорит о человеке, который ему был очень дорог, о человеке, чьи отношения невозможно объяснить простыми словами, о ком-то по имени Чон Чингук. После окончания трансляции атмосфера в фандоме полностью вышла из-под контроля. Многие все еще пытались осмыслить тонкие, но содержательные слова Тэхёна. Еще больше накаляло обстановку то, как Тэхён произнес это со спокойствием, которое делало все более реальным. Это была не просто шутка и не спонтанное замечание, сделанное без особых раздумий. Это было словно послание, которое он долго держал в себе и наконец-то нашел момент поделиться им. Арми, которые годами следили за Тэхёном, знают, что он не из тех, кто любит открыто говорить об отношениях. Он всегда демонстрирует свою зрелую и загадочную сторону. Он очень тщательно подбирает слова. Поэтому, когда он говорит об отношениях, это, должно быть, означает что-то важное, что-то, что он тщательно скрывает, что-то, имеющее эмоциональный вес в его жизни. И еще более шокирующим было то, как Тэхён постоянно сдерживал улыбку. Каждый раз, когда в чате появлялись комментарии о Чингуке, он не делал выговоров, не избегал и не отвлекал внимания. Он лишь слегка улыбался, словно чувствовал себя застигнутым врасплох, но не хотел подтверждать это напрямую. Это улыбка, которая говорит громче слов. Еще более подозрительным в прямом эфире было то, что Тэхён несколько раз упомянул особенного человека, не называя его имени.
Он сказал, что этот человек всегда поддерживал его, всегда понимал его самые сокровенные стороны и всегда был рядом, когда он больше всего в нем нуждался. Это был не первый раз, когда Тэхён говорил о ком-то так нежно, но с другой интенсивностью. Его эмоции были глубже, и то, как он это говорил, создавало ощущение, будто он думал о Чингуке в тот самый момент. Самое удивительное, что когда кто-то написал комментарий с вопросом «Ты готов к серьезным отношениям, Тэхён?», он не уклонился от вопроса. Он не шутил. Он не избегал его. Вместо этого он медленно кивнул, уверенно глядя на экран, а затем сказал: «Я был готов уже давно». Эти слова тут же повергли весь фандом в истерику. Многие говорили, что Тэхён никогда не стал бы обсуждать что-то подобное, если бы это не было чем-то реальным и глубоко важным для него. И среди всех возможных вариантов на ум всем приходило только одно имя – Чингук. Отношения Тэхёна и Чингука на протяжении многих лет всегда были под большим вопросом. Между ними есть несомненная химия, моменты, которые слишком естественны, чтобы считаться простым совпадением, и то, как они смотрят друг на друга, всегда взрывает интернет. От тайных взглядов, легких прикосновений, искренних улыбок до скрытых слов в их старых видео, все, кажется, указывает на что-то более глубокое. И вчерашняя прямая трансляция Тэхёна ощущалась как тонкое признание. Не прямолинейное, но очень ясное, сигнал, который поймут только те, кто действительно внимательно следит. Те, кто следит за жизнью Тэгука годами, знают, что слово «серьезный» Тэхён употребляет нелегко. Многие считают, что он намекал, что его отношения, с кем бы они ни были, достигли уровня, к которому больше нельзя относиться легкомысленно. И любой, кто знает Тэгука, знает, что только Чингук мог оказаться в таком положении. В тот вечер различные крупные фан-аккаунты немедленно провели глубокий анализ. Они изучали каждую секунду прямой трансляции, каждое движение глаз Тэхёна, каждую паузу в его дыхании, каждый легкий вздох, словно все это было скрытой подсказкой. Многие фанаты заметили одну общую вещь – Тэхён значительно изменился в своих ответах на вопросы о любви. Он казался более уверенным, более зрелым, более счастливым, словно он находился в том жизненном периоде, за который был глубоко благодарен. Что действительно убедило поклонников Тэгука в том, что слова Тэхёна были адресованы Чингуку, так это то, как он сказал, что человек, который важен для него, это тот, кто знает его глубже, чем кто-либо другой. Если и есть человек, который понимает Тэхёна до глубины души, то это только одно имя – Чон Чингук. Тем более, что через несколько часов после окончания трансляции Тэхёна Чингук появился на другой платформе, опубликовав фотографию с очень нежной атмосферой и загадочной подписью, словно они посылали друг другу сообщения, не называя имен, словно они уже давно находятся в своем собственном пространстве, которое понимают только их сердце. Теперь весь фандом с нетерпением ждет, заговорит ли Тэхён об этом снова или Чингук подаст новые сигналы. Но одно можно сказать наверняка – эта трансляция оставила большой след, который убедил многих фанатов в том, что что-то действительно растет, развивается и начинает проявляться.